Всем привет! В прошлом видео я вам рассказывала о том, что мы с Богданом приехали в город Фалкирк. Место, куда мы идем, необычное и даже немного загадочное. Это Фалкирский туннель, один из старейших туннелей в стране. Фалкирский туннель был построен в 1822 году. Это время, когда Шотландия активно развивала каналы, чтобы перевозить грузы между городами. Туннель стал частью Юнион Канал, канала, который соединяет Эдинбург с Центральной Шотландией. Прокладывая канал, инженеры столкнулись с проблемой. Дорога шла через холмы, и тогда они приняли смелое решение прорубить туннель прямо сквозь скалу. В то время не было ни эскаваторов, ни буров, только лопаты, кирки и динамит. Работа шла вручную, и она продолжалась несколько лет. Когда заходишь в туннель, сразу ощутима сырость и прохлада. Стены мокрые, потолок оброс мхом, и с него капает вода. Ну прикольно, да, так? Как пещера такая. Классно. Давай, ныряй там не глибоко. Ныряй туда. Вон там корабль плывет. Там. Плывет какой-то кораблик небольшой. А это, наверное, экскурсионный, да? Это, наверное, экскурсионный трамвайчик. Да, я думаю, это экскурсионный трамвайчик, да. Как прикольно. Ага. А мы бесплатно сами тут гуляем. Здесь интересно очень. Прямо как пещера. Классно. Ай. Какой. Какие здесь камни интересные. Очень они вообще такие гладкие, необычные. Так это видео, конечно, не передает. Непонятно вообще, какая порода. Очень необычно в этом тоннеле. Здесь можно какой-то фильм снимать такой. Очень интересно. Сейчас, наверное, что-то сюда, там опускали, наверное, при производстве этого тоннеля. Или я не знаю. Ой, прямо на голову капает. Угу. Интересно. Но вообще страшно. Если, конечно, землетрясение, это все может завалиться. А куда мы на ту сторону выйдем, Богдан? И вот здесь вот породы больше видны при свете. Очень необычные какие-то породы.
чего она сделана, непонятно. Ну что, вода, это же размыла вода. В этом туннеле сейчас есть велодорожка и пешеходная тропа, и каждый может пройти по этому туннелю. Но когда-то здесь шли баржи с грузами. Они двигались по каналу между городами. Лошади тащили их вдоль берега, но в туннель они войти не могли. Внутри туннеля люди вручную проталкивали баржи через всю длину. Это почти 630 метров. Ты тут оставил такую игрушечку. Опять какая-то выбоина в потолке. Угу. Как это говорят, атмосферно. Атмосферное кафе бывает такое, а это такой атмосферный тоннель. Очень интересный тоннель. Туннель был построен по проекту инженера Хью Берда. Он находится в 20 метрах под землей, и в свое время это было техническое чудо. Местные жители называют этот тоннель немного жутким, особенно ночью. Здесь так свет отражается в воде. Это вот как выглядит свет в конце тоннеля. Это как раз об этом. Это об этом. Как вода отражается на потолке. Еще кораблик плывет. Вот мы и прошли весь туннель от начала до конца. И теперь мы будем возвращаться по нему назад, чтобы продолжить свой маршрут. Надеюсь, что вам было интересно, и вы вместе с нами совершили небольшое путешествие во времени. Глянь, там какие-то у них тут столы накрытые. Там, наверное, они живут и спят там. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что они там кровати у них там внутри. Давай еще чуть-чуть. Ой, прикольно, все, хватит. Что ты нас вымокнешь? Ой, прикольно. Ой, тут птички поют. Да, как сразу щебечут птички. Фалкирский туннель – это напоминание о том, что люди своими руками строили великое. О том, что даже в XIX веке без техники и технологий можно было создать нечто прочное, красивое и полезное. То, что даже работает спустя 2 века. Спасибо вам, что были с нами. Не забудьте подписаться, если еще не подписаны, и поставить лайк, если вам было интересно. Всем желаю всего самого доброго и хорошего. И, конечно же, до новых встреч на нашем канале. Впереди еще много всего интересного.